Дорогие друзья, вас приветствует канал Домашняя кухня. Друзья, привет! Сегодня с вами готовим закуску, которая будет наподобие зельца домашнего из 2 рулек свиных и 1 свиного копытца. Пока нам понадобится только соль и вода. Соли тут у нас 2 столовые ложки без верха. И еще хочу обратить внимание на подготовку рулек. Рульки надо хорошенько почистить ножиком под холодной водой. Вот видите, вот эти маленькие волосики нужно осмолить и почистить, чтобы была чистенькая кожечка. Этих волосиков тут не должно быть. Вот, друзья, взяла большую 9, даже 10-литровую кастрюлю. Рульки у меня большие, поэтому такой объем кастрюли. И вот обратите внимание, я просто взяла, вырезала из этого копытца вот эти все волосяные места. Копытце стало чистеньким. Его мы тоже укладываем в кастрюлю и заливаем холодной водой. Всыпаем соль. И заливаем водой. Рульки будем варить до того момента, пока кость свободно не будет отделяться от мякоти. Это где-то примерно 4-5 часов. Поэтому, если у вас есть какая-то работа, смело можете ею заниматься. А рульки после того, как они закипят, надо поставить на небольшой огонь и при медленном кипении, чтобы они кипели. Друзья, вот смотрите, на поверхности у нас образуется пена, ее обязательно нужно удалять. Она нам не нужна. Вот я приготовила такой набор специй. Тут где-то пол чайной ложки перца, 7 горошин душистого перца, 5 маленьких листиков лавровых, 1 морковь и луковицы я сверху прорезала ножом, чтобы хорошо выходил сок. Овощи у нас в кастрюле. И теперь закрываем кастрюлю крышкой и на маленьком огне будем варить 5 часов, это точно. Друзья, вот смотрите, бульон стал насыщенный. Наши рульки поварились часов 5, даже больше. Я немножко увлеклась работой. Теперь мы достанем рульки и начнем их разделять на волокна. Вот смотрите, друзья, до какой степени отварилось мясо, видите? Вот просто беру и достаю кость. Тут одно мясо. Смотрите, сколько мяса, видите? Сейчас я возьму другую емкость и буду по кусочку вот так разделять мясо и перекладывать в эту емкость. То есть у нас получится, что тут еще куски, а в другой емкости уже будет разделенное мясо. После этого мы выдавим туда чеснок, посыпем мясо перцем, перемешаем и выложим вот в эти формы. Друзья, вот смотрите, я разобрала рульки вот на такие фрагменты, не сильно мелкие, не очень крупные куски. Морковка будет украшать в готовом изделии зельц. Теперь мы добавим сюда перец, посыпем. И выдавим через чесночницу чеснок. И берем, хорошенечко размешиваем мясо с чесноком и с перцем. Запах пошел. Ой, все-таки запах чеснока — это та самая специя,
которой нет равных. Вот смотрите, друзья, бывает попадаются в рульки вот такое вот запеченное, оно, ну, я убираю такое. Вы смотрите сами, но я вот эти вот жилки запеченные, где-то кровь запеклась, я это убираю. И вот, смотрите, какие жилки. Они тут не нужны. Сейчас я попробую на соль. Ну, можно слегка досолить, где-то пол чайной ложки. Размешаем. Ну, руками тут уже, естественно, ничего мы не делаем. Только вилочкой или ложечкой, кому чем удобно. Руки уже сюда мы не запускаем, чтобы не закис готовый продукт. Берем подготовленные формы, перекладываем в форму. Смотрите, чтобы пленочка не подгибалась, вот как у меня. Потому что для чего укладываем пленку, чтобы потом без проблем достать наше изделие. Так, пока тут отставим, возьмем вторую форму. И я попробую выложить уже прям целиком из миски. И для того, чтобы у нас был, так сказать, склеивающий материал, мы нальем бульон из кастрюли в формы с мясом. Наливаем прозрачнейший бульон в мясо. Ну вот сейчас он впитается. Я считаю, 2 половников будет достаточно. Отодвигаем кастрюлю и равняем поверхность, которую мы залили бульоном. Поверхность разровняли. Закрываем боковинки. Сначала длинные я закрываю. Потом короткие. Целлофан тут еще играет роль, чтобы мясо не заветрилось. Еще сверху дополнительно укроем целым пакетом, чтобы не заветрилось наше мясо. Все, в таком виде отправляем на лоджию или на балкон, или в холодильник. Но в холодильник оно горячеватое, надо тогда, чтобы остыло на прикомнатной температуре, тогда выносить в холодильник. Друзья, ну вот это у нас уже следующий день. Наш сальтисон или зельц застыл. Давайте посмотрим, какой он. Лучше его сразу вот так перевернуть и достать. Видите, как просто достается. И посуда чистая. И зельц завернут так, чтобы воздух не проникал и он не пропитывался другими ароматами. Вот
Смотрите, какой он у нас получился. Если его перевернуть, вот видите, какой он абсолютно плотный, держит форму. Сейчас я его нарежу. На кусочки. Вот такая красота. А запах какой, волшебный просто. Чесночок, мясо в сочетании, это вообще чудо. Положим его на хлебушек. Немножко хрена со свеклой. И попробуем. Вкуснятина. На мой вкус я бы еще немножко соли добавила, но очень вкусно. Приготовьте эту суперскую закуску. Особенно мужчины вам будут благодарны, потому что это чем-то напоминает холодец. Закуска великолепная. Подойдет к любому столу. Просто на перекус или даже взять с собой на обед. Буду рада, если вы приготовите и поделитесь своим впечатлением об этой закуске. Всем успехов, крепкого здоровья и всего вам доброго. Дорогие друзья, благодарю вас за подписку на канал, за лайки и отзывы. Готовьте с удовольствием. Всем здоровья и процветания!